Всем привет, дорогие друзья, с вами Мэр Скрим. И сразу хочу отметить, что это не кликбейт в названии, это реально так. Как вы знаете, у нас на день рождения ввели двух новых героев, соответственно, это не могло пройти без багов. Итак, сегодня в этом видео вы узнаете, как сделать так, чтобы ваша Гаруда атаковала 5 целей с активной ульты вместо 3. Это реально сейчас так происходит, и я просто в шоке был, когда я это увидел. И это одна из причин, почему Рассел себя очень плохо чувствует в ПВП нынешнем, в обычной команде. И это, друзья, происходит тогда, когда Гаруда находится под действием ослепления. Кто не знает, это контроль нового героя Рассела. Именно под действием этого эффекта Гаруда начинает с активной способности атаковать 5 целей вместо 1. Что такое ослепление? Давайте я вам расскажу подробнее и на какие навыки это ослепление уже влияет. Это очень сильно поменяет мету в принципе игры. Изначально я думал, что ослепление влияет только на активный навык, но оказалось не так. Ослепление это примерно то же самое, что и провокация Унимакса, только она работает на случайную цель. То есть Унимакс, когда провоцирует, он заставляет героя атаковать только его, а в данном случае вы также атакуете одну цель, но случайную. Вот в этом и разница. То есть ослепление это по факту провокация в одну случайную цель. Так будет проще вам понимать вообще, как этот навык должен работать. Ослепление также влияет на пассивные способности, в том числе третью пассивку Гаруды. Все вы знаете, что Гаруда атакует за вашими союзниками. Предположим, что ваш союзник атакует 6 целей, и Гаруда до этого пассивной способностью должна была за вашим союзником ударить 6 целей. Но под действием ослепления она ударит вместо 6 одну случайную цель. Точно так же это относится к Таре. С любой абсолютно атаки, даже с обычной атаки, все вы знаете, что у Тары происходит активация последней пассивки, которая атакует всю команду и наносит основной урон в принципе. Так вот, под действием ослепления Тара будет атаковать одну цель, неважно это активный навык или обычная атака. И последняя способность будет также выбирать одну случайную цель вместо полной команды. То есть это напрямую влияет на пассивные навыки. Вот это два героя, на которых это отчетливо я заметил и проверил, но это еще не все баги. Также баг присутствует с Кэрри. Я нашел команду, Кэрри которой была под ослеплением, и ее активная атака, вместо того, чтобы ударить одну цель, она атакует все цели, которые должна. Но работает это прям супер замудренно, значит объясняю. Возьмем изначальную Кэрри. Она должна ударить с активной способности 4 цели. Соответственно, может вызвать свои метки, может нет. С 70% шансом. Когда она под ослеплением, она также атакует 4 цели, но метку может получить только одна цель, которую она выберет с помощью ослепления. Но смысл в том, что все остальные цели также получат урон за счет ее активной способности, которого вообще не должно быть. В общем, вот так вот это криво, супер криво работает. Вот это все герои, которых я сейчас на данный момент заметил, но самая дичь вообще это с Гарудой. Просто 5 целей, друзья. Почти всю команду с ульты атакует Гаруда. Это объясняет то, что Рассел вот сейчас, почему он очень фигово себя чувствует в ПВП в нынешней мете. Потому что он заставляет Гаруду атаковать 5 целей. То есть, ну, вы понимаете, это почти в 2 раза больше урона, чем она должна нанести. А все вы знаете урон Гаруды. В общем, друзья, на сегодня это все. Если будет какая-то новая информация или вы нашли какие-то баги еще по Расселу, то обязательно пишите в комментариях. Всем огромное спасибо за просмотр. Если было полезно, обязательно поддерживайте пальцами вверх. Пишите ваши вопросы в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Увидимся в следующем видео. Charge!